Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Прибалтика решила рискнуть. Эстония приняла закон, который позволяет ВМС страны применять силу и топить любые суда, которые могут повредить подводные кабели или иные объекты инфраструктуры. Латвия и Литва готовят аналогичные законопроекты. По сути, это блокада Балтики. Напрашивается вопрос, а прибалты там сохраниться умудрились или это уже какой-то план НАТО агрессивный в отношении в Российской Федерации? И чем отвечать-то будем? Вот это интересный вопрос, потому что на самом деле действительно очень интересна по этому поводу позиция НАТО. То есть как бы какие-то такие полузаявления с намеками со стороны НАТО насчет того, что вообще-то как бы Балтику надо охранять и как-то, в общем, контролировать передвижение теневого флота и нелегальной российской нефти, в общем-то, надо, но, с другой стороны, в НАТО, как ни странно, все-таки собрались разумные люди, и они понимают, что не только у них на Балтике военные корабли имеются. И, соответственно, им в ответ уже намекали, что вообще-то, если вы собираетесь там нападать на суда гражданские и вы их захватывать, то это называется пиратство. И, в общем-то, как бы, ну, собственно, те страны, чьи суда будут захватывать, вправе либо охранять их самостоятельно, либо просить о помощи те страны, у которых в Балтике есть ну, какие-то военные корабли. А это, собственно говоря, прежде всего Россия. Поэтому, ну, в общем, у НАТО в какой-то момент что-то где-то завибрировало, они перестали это активно заявлять, а прибалтийские страны, судя по всему, действительно какие-то безбашенные, потому что с учетом того, что их флоты, какие бы маленькие они не были, так или иначе принадлежат фактически к странам, входящим в НАТО, то ответочка по какому-нибудь катеру, который попытается остановить танкер с флагом, не знаю, России, Джибути, Кипра, неважно. Собственно, тогда этот танкер взывает о помощи. Вполне вероятно, что российские корабли эту помощь ему окажут. И дальше, в общем, до полномасштабного морского конфликта между Россией и НАТО буквально рукой подать. Вот кому сейчас это нужно? Ну и плюс ко всему, а что, собственно говоря, Прибалтика приобретет, если она начнет бороться против теневого флота и теневой же российской нефти? Вот что они выиграют? Прикроют фланг НАТО от поступления тоталитарной нефти? Ну, собственно говоря, если они это сделают, каким-то образом нефть все равно окажется там, где она должна оказаться, потому что ситуация это, в общем, такова, что российскую нефть по-прежнему закупают, несмотря на все санкции, ценовые потолки и так далее. Во-вторых, ну, на данном этапе все эти телодвижения Прибалтики вообще выглядят смешно, потому что с учетом падения цен на нефть, российская нефть, Юралс, поставляемая морским путем, в частности через Балтику, стоит ниже, чем ценовой потолок, который был утвержден странами Большой Семерки. И таким образом получается, что сейчас фактически Прибалтика вообще непонятно кого, чем и от чего защищает. Ну и, собственно говоря, в-третьих, действительно разменивать вот эту вот борьбу с некой эфемерной теневой нефтью на конфликт флотов на Балтике, после того, как, собственно, на Украине продолжается конфликт незатухающий. Ну, в общем, конечно, прибалты очень смелые люди. И, в общем, наверное, ну, надо даже где-то как-то посочувствовать, что у них есть такие союзники, которые могут втравить их в авантюру, после которой конфликт на Украине покажется детским утренником. И еще такой вопрос. Принимая во внимание, что все-таки задержали танкер, пусть пустой, пусть под флагом Джибути, мы видели подобные примеры на пиратстве иранских танкеров, когда Соединенные Штаты их банально воровали. Ответочка последовала. А вообще вот это вот современное пиратство, оно хоть как-то влияет на поставки нефти? На рынке, рынки как-то реагируют на захват тех или иных танкеров? Смотря какое пиратство и где.
То есть то, что собирается делать Прибалтика, ну, не знаю, если они перейдут от слов к делу, тогда, наверное, ну да, может повлиять. Что касается американских действий и ответов на это КСИР, ну, собственно говоря, военизированных подразделений иранских, ну, там, в принципе, тоже до полномасштабного конфликта дело не зашло, был обмен дипломатическими и не очень любезностями, ну и как бы ситуация, нельзя сказать, что массовая. Ну и плюс ко всему захват этой нефти, что в данном случае Иран может сделать, он может, что называется, побухтеть дипломатически, ну или в крайнем случае бахнуть куда-нибудь ракетами, что, в общем, тоже в текущих условиях взрывоопасной ситуации, наверное, чревато таким разгорающимся конфликтом. А вот что касается пиратства в прямом смысле этого слова, давайте вспомним сомалийских пиратов, которые совершенно замечательно в своих этих моторках, там, я не знаю, с гранатометами РПГ-7 и автоматами захватывали целые газовозы, брали выкуп и прекрасно существовали. Другое дело, что ну, это была чисто такая история, связанная не с политикой, а именно с заработком. И, кстати, сомалийское пиратство удалось унять вовсе не какими-то совместными действиями флотов, операциями, там, прикрытием, там, конвоем и сопровождением этих судов. Просто с основными лидерами кланов сомалийских пиратов договорились и купили спокойствие в этом регионе. Собственно, основным бандитским главарям было заплачено столько, что они смогли позволить купить себе виллу, отправить своих детей учиться в Европу, и на этом пиратство пока, собственно, закончилось. Но, видимо, когда у них кончатся деньги, стоит опять ждать каких-то пиратских новостей из этой части океана. Ну и, собственно говоря, можно ли это назвать пиратством? То есть это такое своего рода пиратство под политическими лозунгами и в рамках борьбы за национальную свободу. Это удары хуситов по кораблям в Красном море. То есть все они, как правило, сопровождаются, опять же, политическими лозунгами борьбы с США, борьбы с Израилем. Ну, где-то как-то, наверное, тоже можно расценивать это как пиратство, поскольку на судоходство это влияет, и грузовые потоки, безусловно, и пресекает, и подтормаживает, и заставляет суда обходить всю Африку, что, естественно, и удорожает логистику, и удлиняет ее. Поэтому, в общем, наверное, здесь тоже можно сказать о довольно эффективном пиратстве, но таком бессеребренническом. Нам не нужны ваши грузы, нам нужно, чтобы Израиль сгорел в огне. Ну вот, собственно, это тоже работает. Если все прекрасно понимают, что есть теневой флот, что этот теневой флот шляется по всем морям, океанам, то, что эти старые корабли под разными флагами, они возят российскую нефть, благо есть такая возможность переливать нефть с борта на борт в открытом море. А почему мы просто не сделаем тот шаг, что это российские корабли, и не повесим на них российский флаг, и будем их правомерно защищать? Ну, во-первых, есть определенные правила игры. Во-вторых, собственно, не только на Балтике ходят эти суда с нефтью российской, а потом она внезапно становится не российской, а потом опять российской. Под чужими флагами это делать значительно удобнее. Ну и плюс ко всему есть достаточно большое количество стран, которые готовы предоставить свои флаги, свои суда. Собственно, ну, есть некое международное разделение труда. Есть целые страны, которые предоставляют свои суда и флаги для того, чтобы осуществлять различные перевозки, в том числе и не совсем законные. Но поскольку это работает, зачем что-то изобретать? Плюс ко всему, всем, насколько я понимаю, выгодно делать вид, что это как бы, ну, почти вот незаметная такая история. Ах, да, какой-то танкер с какой-то нефтью, вы говорите, она российская, ну, возможно, а флаг чей? А флаг кипрский. Ой, нет, даже не кипрский. А это какой мы не очень поняли, наверное, Джибути. Ага, прекрасно. А команда это какие-то киприоты и капитан китаец. А нефть чья? А нефть, ну, наверное, вот он вроде как вышел из услуги, но по дороге нефть стала бельгийской, например. Ну, собственно говоря, тогда почему бы и нет, пусть идут, это всех устраивает. Просто если понаблюдать за ситуацией с 22 года,
то вот эта вот борьба с теневым флотом, она как бы есть, а как бы и нет. То есть никто так и не попытался предпринять каких-то решительных действий для того, чтобы запретить эти поставки. Ну, потому что, в общем, несмотря на все вот эти вот какие-то иногда идиотские телодвижения, связанные с борьбой с российскими энергоресурсами, остались в Европе разумные люди, которые понимают, что если всем запретить все, то мы столкнемся с ситуацией посильнее Фауста Гёте, то есть как бы пострашнее пошлин Трампа. Потому что одномоментное изъятие с рынка российской нефти России, безусловно, неприятностей принесет чрезвычайно много, но и все остальные страны континента тоже не порадуются, потому что, изъяв такие объемы с рынка, можно получить такие цены, что, в общем, 100-120 долларов за баррель, о которых раньше когда-то там с надеждой говорили, это может стать такой реальностью, что, в общем, мало не покажется никому. Как влияет на торговлю нефти сейчас вот эти вот война пошлин Трампа? Что с ценами? Почему они падают, когда должны расти? Что вообще происходит? Дело в том, что здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда Трамп, объявляя о своих этих страшных пошлинах, фактически раскачивает экономику, вернее, толкает ее вниз. Потому что пошлины – это всегда препоны для внешней торговли, а, соответственно, замедление внешней торговли ведет и к замедлению экономик, к замедлению товарооборота и замедлению, соответственно, внутреннего производства и потребления. Ну, а торможение экономики, экономика, собственно, ее основная кровь – это не только деньги, но и энергия. И как только экономика начинает замедляться, вот эта энергетическая кровь в ее жилах начинает двигаться медленнее, ее требуется меньше, что, соответственно, ведет к падению спроса. Вот следствием этого является падение цен. Ну, кстати, надо сказать, сегодня цены преподнесли приятный сюрприз. Сегодня к вечеру бренд у нас вырос до 67. Виноват в этом, как ни странно, тоже Трамп, потому что, опять же, вот к вопросу о международной логистике, даже просто заявление о том, что мы, США, не дадим иранской нефти попасть на рынок вообще вот в формате от слова совсем ни капли иранской нефти никому, привели к тому, что рынок завибрировал, и июньские фьючерсы выросли до 67, потому что Иран производит, несмотря на санкционное давление, много нефти. И, соответственно, несмотря на санкционное давление, в большом количестве поставляет ее на международные рынки, прежде всего в Китай. Соответственно, если обрубить эти поставки, то как бы Китаю нужно будет заместить эти объемы. А если замещать эти объемы, то значит их нужно где-то брать. Соответственно, какая-то нефть с рынка выбыла, ее нужно чем-то заменить, а если ее чем-то заменять, то, соответственно, стоимость того, что остается, сразу становится выше. Поэтому спасибо товарищу Трампу и за падение цен, и за рост цен. Ну, Трамп, похоже, настоящий биржевой игрок, настоящий трейдер, потому что они не любят, когда все стабильно. Они зарабатывают только на волатильности. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне интересные ресурсы. Рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет
того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.